Привет. Я недавно слушал новый релиз группы Макулатура и обратил внимание на следующие строки Константина Спиранского. Острый гастрит, так что запрещены драники, да еще желчно-каменные. Неискушенный слушатель может скорчить хмурую рожу и спросить, мол, а зачем нам эта информация? Или что хочет донести автор? Жизнь идет мимо, и я поднимаю пиалу, провожая аппарат этот морковным отваром. Чего? Морковным отваром? Несу старый контейнер на Преображенский рынок, туда положу я крыжовник и ежевику. Почему у него такое помешательство на еде? Давайте рассмотрим другой трек, про разлуку. Любопытно, что Спиранский, вспоминая о возлюбленной, в первую очередь озвучивает следующие строки. Хочу пересмотреть с тобой все сериалы, делать котлеты из чечевицы. Веганские котлеты из чечевицы. Ребята, у вас все в порядке? Также стоит отметить, что данный трек называется Nate Diaz в честь одноименного бойца UFC, который для нас в первую очередь примечателен тем, что он веган, то есть ему не безразлично то, чем он питается. Я называю это гастрономический рэп, и данному, не побоюсь так сказать, феномену я посвящаю это видео. Давайте посмотрим, о чем еще поют ребята из Макулатуры, и постараемся найти основополагающие мотивы. Начнем с крайне показательного произведения, пример раннего творчества. Трек «Альбатрос». Когда-то я мечтал жить в портовом городе, может быть грузчиком или писателем работать. Даже старательно читал Бодлера «Альбатрос», о назначении поэта и культуре всерьез думал, а теперь... Очень забавно, как строки о грезах юноши, увлекающегося поэзией, вскоре сменятся следующими словами. У меня теперь исключительно бытовые заботы, а я помидор мою с мылом антимикробным, готовлю раствор, чтобы полоскать горло, продуло сквозняком. Думаю, вы сами способны оценить резкую смену настроений. Мысли о назначении поэта сменяются рутиной и бытовухой. Особенно комично выглядят строки про мытье помидора и больное горло. Вновь происходит нисхождение до продуктов пищи и болезней тела. В тексте упоминается стихотворение Бодлера «Альбатрос», гордый покоритель небесных пространств, который случайно упал на палубу. И здесь моряки смеются над некогда непоколебимой птицей, которая теперь трясется на палубе. Так и человек-поэт способен на бесконечно великие подвиги, но порой в толпе не может связать и пары слов. Здесь необходимо то, что Эрих Фромм назвал отрывом пуповины от мира внешнего, от религии, традиции, знакомых, друзей, родителей, учителей, от всех ориентиров. И несмотря на то, что Спиранский часто говорит о том, что для мира внешнего он пустое место, Я просто вопль без пола, возраста, лица и формы. Вы меня не услышите, даже если засунете в уши колонки. К 40 годам наконец-то понял, что мне нечего сказать. он смеется над слушателем, потому что сам понимает нелепость своего творчества. Кивает дурачок, какой оригинальный концепт, но во мне оригинальности как жира в маце. У меня просто нет центра и периферии, и нечего подчеркнуть там волнистые линии. Но даже так, оторванный от любых ориентиров, он может быть поэтом в себе. Отрыв пуповины – опыт страшный и болезненный. Но иначе мы находимся среди бесчисленного количества вещей, по отношению к которым мы в любом случае будем относительны и несовершенны, даже если нам кажется, что нам до них дела нет. Собственно, это можно назвать своим духовным рождением или встречей со своим истинным «я». Также Константин в очередной раз радует нас ПП-метафорой, как жира в маце, то есть как 1,4 грамма на 100 грамм продукта. Ну, то есть совсем мало. А слова «нет центра и периферии» невольно напоминают строки из одной песни Евгения Головина. Где нет параллелей и нет полюсов. Пришло время на моем канале поговорить о личности Евгения Головина. Знаете, заметки про Альбатроса Бодлера во многом списаны из сборника эссе Головина, где тончайшим образом анализируются фрагменты современной западной поэзии с очень необычной стороны. Данный сборник называется «Там». Очень меткое слово, передающее поистине потустороннюю личность автора. Wikipedia.org отзывается о нем следующими словами. Русский писатель, поэт, переводчик и литературовед. Оккультист, специалист по эзотерике, знаток алхимии, мистик. Автор песен, культуролог и филолог. Но, вероятно, многие из вас вовсе не в курсе о существовании данного человека. Его объем могу обозначить следующими словами. Действительность, в которой вы сейчас живете, во многом определена и придумана людьми,
на которых Головин оказал прямое влияние? Этот вопрос вы позже можете изучить самостоятельно. Да, я предлагаю вам изучить феномен Южинского кружка. Это, условно говоря, квартира Юрия Мамлеева, где собирались всякие творческие люди тех времен. А между прочим, на календаре были советские 60-е года. Там они проводили досуг, обильно выпивали и конкретно шизили. Если вам лень проводить собственный ресерч, то я бы отослал вас к просмотру стрима Дарьи Штрошерер, который так и называется «Южинский кружок». Это достаточно хорошая и, главное, непредвзятая компиляция материалов из разных источников, на которую я сам опираюсь. Личность Евгения Головина и кружка, в котором он занимал одну из главных ролей, нам интересна по следующим причинам. Участники Южинского практиковали разные вещи, что приводило к тому, что каждый из них открывал себя и находил себе место в совершенно разных школах мысли. Этим, на мой взгляд, примечательно творчество Евгения Головина. Мне кажется, оно способно оказать сильное вдохновение и стать дверью в мир прежде неизвестных идей. Вам нравится тень от моего носа? Но это типа освещение по рембрандтскому треугольнику. Вы не понимаете, наверное, такое. И я уверен, что данное влияние, безусловно, было оказано на ребят из группы «Макулатура». Это рэп-дуэт Евгения Алехина и Константина Спиранского. На проекте «Шляпа Шаляпина», это, если что, сайт-проект «Макулатуры» с тем же составом, содержится песня про самого Евгения Всеволодовича, которая открывается следующими словами. Денег на охоту крепкую мне жестко не хватает. Что довольно четко проясняет сущность Сабжа. В рамках внешнего мира великий человек, вероятно, один из самых эрудированных людей в СССР, воспринимается как какой-то маргинальный алкоголик-дегенерат. Третий куплет исполнен от лица однофамильца Евгения, советского художника Александра Яковлевича Головина, который выдает следующие строки. Плевать, что фамилия моя спустя годы будет ассоциироваться с каким-то деградом. Революция прошла, у меня вроде все славно, передаю микрофон. Макулатура — это одна из моих любимых групп, я слушаю их уже много лет и по возможности посещаю их концерты. Меня всегда забавляет, как Евгений Алехин, у которого день рождения, кстати, со мной в один день, меня всегда забавляет, как Евгений Алехин, читая свой реп с бумажки, начинает смеяться и говорит что-то типа «ну и бред, как такое написать вообще можно было?» И то, как после концерта толпа фанатов радостно скандирует «Макулатура, отстой!» И ведь это правда. Подобная рэп-музыка — это для таких, как я. Для быдла, для людей умственно неполноценных с искаженным чувством прекрасного. Как сказала одна моя знакомая, макулатура — это гений русского менталитета. Это не политический стёб, не издевка, а правда такая, какая она есть. Я думаю, дело в том, что участники группы Макулатура понимают свой неутвержденный статус поэта. Неудавшийся поэт не удовлетворяет свою роль, свое предназначение. Каждый из участников проекта, при всем уважении, быдло, которому стоило выбрать роль свинопаса, но тем не менее он выбирает чуждый ему путь поэта, нарушая тем самым дхармический принцип. Свой долг в универсальном законе бытия выполняет несвойственную себе роль. Утверждение бессмысленности своих текстов стоит рядом со строками про еду и проблемы с желудочно-кишечным трактом. И даже одиночество выражается словами, связанными с едой. Единственное, что ждет меня вечером, это морковный отвар. Еда противна человеку ровно так же, как бытие поэтом противно человеку, нерожденному поэтом. Понимаете, человек – существо духовное, небесное, а еда – это твердая, низменная субстанция из грубой материи. Акт вкушения пищи – это очень сложный контакт. Для человека это падение с небес до чего-то столь грубого и телесного. Вкушение пищи — это настоящая боль для человека удухотворенного. Ну, наверное, мне-то откуда знать, я вообще быдло и люблю вкусно похавать. Вы вообще мой ТГ-канал видели, я там пощу свои приемы пищи прикольные. Во все сказанное выше я не то чтобы верю. Ну, это прикольчик, угарчик. Ладно, чё вы докопались, мне и так плохо. Мне кажется, все творчество какого-нибудь гения, типа Овсянкина, можно описать словами «тоска о несвежем чебуреке». Что поделать, если твоя музыка похожа на залежалый огузок, таков уж мой слог. Тоска о несвежем чебуреке. И правда, разлагать свою личность через пищу намного лучше, чем через любовные отношения или что-то с претензией на возвышенность. Это все пошло и нелепо. Драники, веганская шаурма и морковный отвар — это лучшее, что может оказаться в рэп-тексте. Это нечто буквально созданное для формата рэп-музыки, который мне так нравится. Я думаю, что стихи и прочая поэзия — это все очень переоценено. Это слишком возвышенно и небесно для нашего мира, поэтому не может оказать на нее никакого влияния. Ну, знаете, там, слова — это магия, там, каббала,
каббала, каббалистический рэп. Стихи не влияют на мир. А рэп, он такой более твердый, более материальный, и на современный мир низших слоев дерева Сефирот он оказывает самое прямое влияние. Рэп — это молитва, это самый актуальный способ духовной манифестации в 2К24. Данный параграф существует лишь потому, что мне очень нравится, как я придумал словосочетание «тоска о несвежем чебуреке». В остальном это унылый бредик, чтобы отпугнуть зрителя, чтобы он не досматривал концовку, которая мне показалась слишком уж искренней, что мне аж опять даже немного стыдно. Так что, запись идет? Если не идет, я убью себя просто, вау. Да, это тот самый редкий момент, когда могу побыть с тобой искренним. Многие пытаются отразить в своей музыке действительность, сэмплируя шумы улиц и каких-то производственных предприятий, но, по-моему, все эти эксперименты не нужны. И ничто так не передает нелепость человеческой природы, как написание альбома о своих страданиях по поводу развода с женой 4 альбома подряд. Данная шутка официально украдена с канала «Хлеб и чекушка». Популярный прием в психологии – учиться смотреть на свою жизнь будто бы от третьего лица. Когда вы смотрите фильм или слушаете истории своих знакомых, вы превращаетесь в эксперта по всем вопросам, и как поступить в той или иной ситуации для вас очевидно. Но в своей собственной жизни самый прямолинейный сценарий полон неясных противоречий и бесчисленных «но». Так и слушая группу «Макулатура», например, подобные строки. Зачем меня Бог послал на эту землю, такого ласкового, нежного, заботливого, но беззащитного со своими слабостями? Я не имею смысла, пока тебя нет рядом. Мы не встретимся больше, одинокие и старые. Я буду гулять по кладбищу и надеяться никогда не прочесть твое имя на камнях. Я часто смеюсь и хочется спросить: мужики, у вас все в порядке? И в этот момент я почему-то забываю, что не то, что каждый мой ролик, каждый мой жест буквально выражает те же настроения. Но в каждой паузе отбегаю позвонить или послать телеграмму. В прошлое тяну к тебе руки, кричу с каждой случайной вкладки. У меня все хорошо, я еще не научился стоять, но мне надо идти. У меня все хорошо, у меня все просто отлично. Говорить искренне уже нет сил. Поэтому, нате, смотрите кучу сториз, где я бегаю, прыгаю, посещаю интересные мероприятия, фоткаю, как я покушал, и хвастаюсь своими прочими достижениями. И ждите множество интереснейших материалов на моем канале. И я думаю, некоторым людям по своей природе нравится страдать. Вероятно, Достоевский был прав, иначе как еще можно оправдать выбор макулатуры? Почему вместо какой-нибудь прекрасной музыки, которая сделает мне лучше, я опять включаю этот депрессивный рэп? Мне уже нечего сказать, но я хочу отметить, как сильно мне нравится композиция «Лимбо». Твои глаза отражаются в каждом море, каждой другой жизни, которую я проживаю перед сном. Думаю, данные слова мне очень близки, и я представить боюсь, какое бесчисленное количество сюжетов я смог вообразить, лежа на кровати перед сном. И я не знаю, если хотя бы один из них воплотился бы в какой-нибудь жизни, был ли бы я по-настоящему счастлив, и смог ли бы я сказать, как Юрий Висбор: И клянусь, мне большего не надо. Надеюсь, вы заценили мой широкий вкусовой профиль. Но еще больше мне нравятся строки в куплете Алехина. Надеюсь тебя найти там, в сюжетных книг, надписях на банках консервированных овощей. Знаете, лучше уже не будет. Я просто обожаю, как сюжеты книг и надписи на банках консервированных овощей ставятся в один ряд, обнажая фундаментальное свойство мироздания. Каждый отдельный элемент связан с каждым другим и с общей картиной в целом. Мне кажется, это и есть любовь, от едкого эха которой не скрыться ни в метро, ни в продуктовом магазине. Оно вас настигнет в случайных лицах прохожих или в следующей банке овощей в вашей корзине. Подписка на всех ресурсах, лайк, комплименты, распространение и денежная компенсация моих усилий приветствуются. Всем пока. Это post-edit, backstage, rant. Болтовня после титров, после того, как я монтирую это видео. Сижу в 4 утра и слушаю Овсянкина. Он говорит в своем треке: говори, что скучаешь, если это правда, и в целом призывает к искренности и открытости. Я в какой-то степени разделяю подобного рода философию и считаю, что из-за недосказанности огромное количество проблем в этом мире. Тем не менее, я действительно скучаю, но я не уверен, куда об этом можно сообщить, в какое окно
будто бы единственное окно, в которое я могу вбить этот текст, это и мой YouTube-канал с моими публикациями разного рода. Поэтому данное послание я заливаю именно сюда. Спасибо, что посмотрели это видео. Вот, мне кажется, оно прикольное получилось. Ну, я вот сижу его, делаю, и so far мне нравится то, что у меня получается.